Приветствую, дорогие друзья! В прошлом видео мы с вами закончили сборку кобры. В этом видео будем делать утяжку и пришивать глазки. Сейчас глазки я прикрепила иголочками вот такими. И хотела еще раз уточнить. Если вы хотите оставить змею вот такую вот мультяшную, то есть не делать ее с утяжкой серьезную, с такими бровками, то достаточно, в принципе, будет вот этот этап утяжки пропустить, а сделать вот здесь утяжку глазок. Вот так вот насквозь. Ну, чтобы они смотрели как бы и вперед были направлены. Вот. И будет вот такая вот мультяшная змея. Если же хотите делать как и вот эту Пелагею, тогда сейчас будем с вами приступать. Заправила ниточку темного цвета в иглу. И теперь выводим иглу по центру макушки, вот здесь, за 9 рядом столбиков с одним накидом, чтобы легче было считать. Считаем вот 1 ряд широкий, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. То есть вот здесь. И по серединке. Сейчас, чтобы спрятать узелочек. Вот отсюда я начинаю вводить. Вот так ввожу ниточку. Немножко сместилась. Сейчас вот сюда. И теперь здесь подтягиваю. Холофайбер здесь, чтобы был хорошо распределен равномерно. И теперь делаю полукруглую линию вот сюда. То есть практически вот за вот этим рядом мы вывели. И практически по этому ряду, только вот здесь вот столбики без накида были ряды. Поэтому вот сюда, за вот этот ряд. До капюшона. Сюда. И выводить я буду вот здесь иголочку. То есть 2 ряда от начала пришивания или посередине головы. Тут еще смотря как вы располагали глаза на своей кобре. Вот, и подтягиваю. Вот такая первая линия. Сюда возвращаю. Вот так. Здесь, где мы делали стежок. И вывожу снова вот здесь, в центре макушки. Вот так получается. То же самое делаем сейчас по этой стороне. Вот ряд, столбики без накида, просто вот так вот за него. Вот сюда вставляю иголочку. Вот сюда. То есть мы не вылазим вот сюда вот до капюшона. Так. И вот на середине, вот если всю голову взять, на
серединке. Так, или здесь можно посмотреть. Вот. Все, чтобы было симметрично. Так. Равномерно, чтобы была утяжечка. Вот так. Теперь я снова буду возвращаться вот сюда, в эту точечку, где вот утяжечка у нас. И выводить иголочку буду за третьим рядом от носика. За третьим рядом вот этим широким. 1, 2, 3. То есть вот здесь. Сюда ввожу. В центре. А сюда вывожу. И вот так получается. Распределяем холофайбер. Так, сейчас подтяну немного. Так. Чтобы было равномерно. Вот так. И теперь делаю стежочки вот такие на один ряд. Вот сюда в уголочек получается капюшона. Вот один широкий ряд столбиков без накида. И я на этот один ряд спускаюсь вниз. И вывожу снова сюда же. Вот так. Вот. И то же самое в этот уголочек делаем. На один ряд спускаюсь. И снова вывожу в этой точечке. Вот так получается. То есть у нас с вами был первый стежок, второй, третий, четвертый. Так, затем вывели вот сюда вот в точечку и делаем еще один стежок и второй стежок. Снова вывели в эту же точечку и делаем вот такую вертикальную полосочку. Вот сюда, не доходя, один ряд. И выводить я буду иголочку уже для того, чтобы закрепить вот сюда в сторону. Это мы закрепим нашу утяжку. Вот. На данный момент должно получиться вот так. Закрепляем делаем узелочек. И теперь сделаем утяжку бровей вот этих. Придадим такой вид более плоский, чтобы они были. Ниточку я не отрезаю. Теперь делаем вот так вот бровки. Будем утягивать. Для этого я вывожу иголочку. Вот эта точка, откуда шли вот эти косые стежки. Отсчитываем
2 ряда, 1 ряд, вот эта точечка, и вот на 1 ряд поднимаемся, вот сюда я буду делать, выводить иголочку. Сейчас намечу, покажу, чтобы было видно лучше. То есть вот сюда я вывожу. Тут уже у нас закрепочка. Утяжка не денется никуда, не перекошена будет. Вот вывела вот сюда. Этот узелок я не подтягиваю, ну сюда не тяну. Тут все закреплено. И теперь вот так, как вам больше нравится, сделать побольше бровки или поменьше. Я буду делать их, ну вот где-то, вот это, если считать вот расстояние, вот середина. Я начну от серединки, вот так вот делать. И постепенно потом буду уменьшать, подхватывая капюшон. Сейчас покажу маленькими стежочками. То есть вот так. Чтобы, в общем, бровка не вот так вертикально шла, а вот сюда. Так, и подхватываю, то есть вот сюда капюшон, потому что здесь мы будем глаз пришивать сюда. Вот так. Снова стежочек. Сюда же выводим, чтобы продолжать линию. И еще. Вот так. Под капюшон вывожу. И еще один стежок сделаю. Вот так. И вот так. Ну, утяжка это вообще творческий процесс, я всегда тоже об этом говорю, поэтому здесь вы можете уже, как вам больше нравится, как ваше видение, в общем, делать по-своему. Вот так получается. Сейчас резкость. Вот, делать можете по-своему, то есть как вы видите, как больше нравится, проявлять творчество и уже, в общем, делать, чтобы вам нравилось. Узелочек закрепляю. Так, сделала узелочек. И теперь точно так же выводим. Вот одна точечка наша на 1 ряд вверх. То есть буду выводить вот сюда. Вот так. И то же самое. Вот смотрим, где у нас тут по центру. Просто делаем симметрично. Вот на вот этом уровне. Посерединке. Вот так.
И симметрично движемся, как и по правой стороне. Здесь уже подхватываем капюшончик. Так. И тоже 3 стежка получается. Делаем. Вот сюда же выводим. Второй небольшой. Вот прямо под капюшончик выводим. И третий. Здесь надо было вот сюда вывести, чтобы было потоньше. Вот так. Возвращаюсь сюда. Смотрим. Так. Все равномерно получается. Вот бровки. Вот с капюшоном. И теперь делаем закрепочку. Закрепочку сделаю вот так двойную. Ниточку прячу в середину. Вот таким образом. Утяжка вот этой верхней части готова. Ну, видите, несложно. Теперь пришьем глаза. То есть я пришивала глаза у этой змеи как раз в уголочек. Видите, под капюшон. То есть опять же смотрите, как больше нравится вам. Здесь я буду делать точно так же. Так, берем глазики. Вот это у меня правый. И вот сюда, вот где капюшончик вот этот. Вот так прикрепляю сейчас, чтобы посмотреть, как получится. Так. И второй. Тоже равномерно. Так. Вот так получается. Заправляю сейчас вот эту ниточку в иглу и будем пришивать. Вот эти, которые оставляли для пришивания. Заправила. И теперь обычным швом вот отворачиваю капюшончик и пришиваю. То есть захватываю стежочек за голову и снизу вверх подхватываю за глазик. И вот таким образом холофайбер я туда не подкладываю. Глаз достаточно плотный, такой за счет вышивки твердый,
Поэтому, ну, если вы хотите, можно туда подложить еще холофайбер. И смотрим, чтобы не перекосился зрачок. Таким образом по кругу пришиваем. Сейчас еще вот стежочек покажу. Сюда. И сюда. Все, и пришиваем по кругу. Один глазик и второй точно так же симметрично. Пришила глазки, сделала закрепочки и ниточки спрятала. Вот так выглядит. Теперь заправляю длинную ниточку для того, чтобы сделать вот здесь утяжку вот этого цвета, вот здесь утяжку, и затем сделаем губы. Ниточку заправила. Необходимо нам придать форму мордочки, чтобы, в общем, сделать утяжечку. Вот здесь вы можете на своей игрушке посмотреть, то есть где вам лучше иголочку ввести, то есть как вы хотите, чтобы глаза располагались. Я буду вводить прямо вот здесь, ну, отступив от глаза, может быть, полсантиметра. Вот сюда прячу узелок. И вот здесь. То есть полсантиметра где-то от верха от капюшона и полсантиметра от глазика. Сейчас узелочек спрятала. И вот такой сделаю стежочек вниз. Симметрично. Точно так же. Здесь вывожу иголочку. Вот. От капюшона чуть ниже, так как стежок я буду делать вверх. Вот так. Делаю стежочек здесь вверх. И вывожу сюда, где мы начинали. И подтягиваю таким образом. Вот. И мордочка стала потоньше, немножко более выразительная. И глазки направлены еще и больше вперед. Все, смотрите, чтобы вам все нравилось, как получается. И делаем закрепочку, узелочек. Ниточку я не отрезаю. Закрепляю. Закрепочку сделала. И теперь будем делать губы более выразительные. То же самое, смотрите, как вам больше нравится. Прямо пальчиками вот так вот можно придать форму. То есть или они более вниз будут сюда идти, или здесь повыше. То есть тоже, как вам больше нравится. У меня они, наверное, будут идти вот так. То есть, в принципе, как и здесь я делала. Вот, наверх. Вот таким образом. Так, вот так. Иголочку я буду выводить вот здесь под глазом.
получается. Под глазом, я имею в виду, у меня будет начинаться вот эта губа. Так, узелок спрятали. Там еще будет вышивка. И здесь тоже обязательно делаю закрепку, чтобы у нас не стягивалась вот здесь мордочка. Вот таким образом. Так, еще раз закреплю. Вот, все. То есть она не будет уже вот этот глазик тянуть вниз. И делаю выражение, то есть мордочки. Я буду делать вот так, более такую изогнутую линию. Вверху я буду идти на стежок назад, а снизу на стежок вперед. Толщину тоже можете регулировать, толщину губ. Делать их тоненькие или потолще. Вот так вот. Здесь я иду вперед. А здесь назад. И вот таким образом прошиваем. Здесь у меня идет стежок в стежок, то есть одной линией, поэтому и губа будет более ровненькая. Здесь же я делала стежки на небольшом расстоянии, вот, поэтому губа получилась вот такая рельефная. То есть тоже смотрите, как вам больше нравится. И буду подходить вот сюда к уголочку. В общем, вот таким образом, когда дойду вот сюда, включу, покажу, как получается. Подхожу вот сюда к носику. И вот здесь буду делать вот такой вот ротик. Вот здесь. Так. То есть придавайте форму такую, которая нравится. Можно тут сделать пошире его, поуже. Тоже все на ваше усмотрение. Здесь потом еще ноздри будем вышивать. Вот главное, чтобы здесь был вот такой квадратик. Ну, это в моем варианте. Вы же можете делать как больше нравится. Сейчас немного покажу. Ну, а вторую сторону уже просто аналогично нужно будет сделать. Так.
назад, тут вперед. Сейчас ниточка закручивается. Снова тут назад. И вот таким образом. Вот здесь еще небольшую тяжечку. Так. Вот, и дальше вторую сторону делаем. Все точно так же, симметрично. Вот так. Я доделаю, покажу, как в готовом виде будет. Прошила губы вот так симметрично. Теперь делаю закрепочку и прячу нить. Вот так получается. Теперь осталось сделать вышивку ноздрей и вот здесь под глазками. Ноздри у меня будут цвета вот такого темно-синего. Ноздри я вышиваю просто вот такими вот полосочками наискосок. Сейчас прячу ниточку. Начинаю их вышивать. Вот где у нас был вот этот переносица. И вот так. Тоже толщину можете регулировать, как вам больше нравится. Вот таким образом. Несколько стежков. То есть вот здесь иду под уголочек, а здесь постепенно спускаюсь вниз. Сейчас узелочек тут синий плохо спрятала. Вот. И еще буквально пара стежков. Пробелы вот эти закрою. И перехожу на вот эту сторону. То же самое, симметрично делаю вышивку с этой стороны. Вот вышила последний стежок. Потом делаю закрепочку и прячу узелок. Вот так получается. Вот так получилось. На этой коброчке я делала потоньше, ноздри потоньше и немного подлиннее.
То есть это вам просто для сравнения, как больше нравится. Так, теперь будем вышивать вот здесь вот под глазками. Я буду использовать вот эти 3 цвета. То есть один цвет это будут полосочки, белый, ну и темно-фиолетовый. Итак, заправила сначала вот эту голубого цвета ниточку. И просто под глазками тоже здесь толщину, как будет располагаться ниточки. Это можете делать, как вам больше нравится. Я делаю вот так. Так, по нескольку стежков. Это просто для того, чтобы подчеркнуть глазки. Чтобы было по 2 стежка. Сейчас тут вот так. И вот сюда. Еще один стежок. И вывожу на другую сторону. Вернее, сначала здесь стежок и закрепочка, чтобы у нас не смещалась вот эта вышивка. Вот так стежок. Здесь ниточку я закрепляю. И вывожу уже на другую сторону. Так, узелок спрячу. Вот так получается. Сюда выравниваем. И чтобы вышивка была равномерной. То есть таким же образом вышиваю вот этот глазик, под глазиком вернее. Вот так с этой стороны получилось. Здесь я сделала закрепочку, здесь незаметно, и ниточку вывела. Прячем ее и отрезаем. Заправляю теперь белую ниточку. Да, еще вот у меня осталась эта ниточка, и пришла в голову мысль, я хочу вот эти ноздри тоже вот так вот выделить, оттенить. То есть так захотелось сделать. На коричневой пелагее я так не делала. Ну, там другие цвета. Там, в принципе, черная. На темно-коричневом. Вот так вот сделаем. Просто подчеркнуть. Как бы оттенить немного. Сейчас сделаю сразу сюда. Это сюда. И осталось вот здесь. Вот так. Вот так мне нравится больше. Так, и вот здесь последняя осталась полосочка.
вывожу вот сюда. Вот. И делаю закрепочку вот здесь и прячу ниточку. Отрезаю. Заправила белую ниточку теперь. И точно так же вот под вот этим голубым кантиком, под голубой полосочкой, точно таким же образом я делаю беленькую. Так. Вот так. И вот так. Так. И вот сюда вторым слоем. То же самое здесь я сделаю закрепочку. Сейчас сюда вывожу. Вот так. Делаю закрепочку, вывожу на эту сторону и точно так делаю здесь. Вот так получается. Так мне, в принципе, тоже нравится. Но я все-таки попробую еще. И вот такой. Думаю, будут более выразительные глазки. Темно-фиолетовую заправила. И снова таким же образом теперь под белой ниточкой. Узелочек спрятала. Вот. Вот так. Так. И сюда. Так, тянем. Вот таким образом. Да, с вот этой фиолетовой глазки более выразительные. Снова делаю закрепочку, вывожу на эту сторону и точно так же делаю здесь. Вот такая кобра получилась. Вот спинка. Я надеюсь, все было понятно. Надеюсь, что у вас все получилось. Если остались вопросы, как всегда, пожалуйста, задавайте в комментариях. Будем разбираться, чтобы все было понятно и все получалось. Благодарю за внимание, благодарю за просмотры, за лайки, за вашу активность. Мне очень-очень приятно и всегда буду это повторять. Для меня это очень ценно, очень важно. В следующем видео мы с вами свяжем корону, свяжем колечко и свяжем
для узора вот этого сзади полосочку. Благодарю всех еще раз. До скорой встречи. Пока-пока.